5 крупнейших военных поражений России за всю историю. Русское оружие знало не только славные победы, но и чудовищные поражения, которые приводили к потере владений и огромным человеческим жертвам. Среди небольших поражений и мелких конфликтов особенно выделяются крупнейшие катастрофы, приводившие в числе других причин к краху русских государств – Киевской Руси, Российской империи и Московского царства. Монгольское нашествие. В начале XIII века монгольские армии показали, что княжества Киевской Руси абсолютно не способны сопротивляться монгольской орде. Один за другим княжества попали под монгольский каток, который был отмечен чудовищными грабежами, разрушениями и уничтожением значительной части населения. В течение следующих нескольких веков русские княжества были политически и экономически зависимы от Монгольской империи, и потребовались века, чтобы восстановить разрушенную экономику и культуру. Россия боролась с серьезной неудачей в своем развитии, сильно отставая от европейских стран и преобразившись в некое русско-тюркское государство, мало напоминавшее Киевскую Русь. Вторжение полностью переписало политическую карту российского государства. Киев, захваченный монголами в 1240 году, так и не восстановил свой статус важнейшего города Древней Руси. Западнославянские княжества, такие как Смоленск, Курск и территории современной Украины и Белоруссии, попали в сферу влияния усиливающегося литовского государства, которое в конечном итоге поглотило их. Ливонская война. Иван IV начал войну против слабеющей Ливонской конфедерации, чтобы захватить ее основные порты и закрепиться на побережье Балтийского моря. Это было очень важно для растущего российского государства, потому что его доступ к Балтийскому морю был ограничен. Первый период войны был успешным для Ивана IV, и его войска заняли значительные части Ливонской конфедерации, земли современной Латвии и Эстонии. Однако другие великие державы не были рады наблюдать растущую мощь своего восточного соседа. На протяжении многих лет Россия воевала как со Швецией, так и с Великим княжеством Литовским, которое в 1569 году объединилось с Польшей. Изнурительная война продолжалась более 20 лет и закончилась крупным поражением русского государства. Экономика страны была разрушена, а северо-западные территории были обезлюдены. Все земли, первоначально взятые у Ливонии, были потеряны опять. Хуже того, Московия потеряла территории в Финляндии и большую часть своих прибрежных владений в Финском заливе. Только небольшой участок земли в Невском устье остался во владении России, но он не мог обеспечить надлежащий выход к морю. Теперь вместо слабой Ливонской конфедерации у России появились новые и могущественные враги на ее западной границе – Речи Посполитой и Королевство Швеция. Потребовалось много лет и ресурсов, чтобы решить эти проблемы позже, во время Великой Северной войны. Дорогие Русско-турецкая друзья, война. критики и те, кто видит мои видео впервые. Хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Патреона на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. Во время Великой Северной войны. Русско-турецкая война. Петр Великий добился успеха там, где Иван IV потерпел неудачу. Он разгромил Швецию и аннексировал ее земли вдоль Восточной Балтики,
Эстония, Ливония и Ингрия в соответствии с условиями Ништадтского договора 1721 года. Однако в 1711 году война была далека от завершения, и царь оказался в опасной для жизни ситуации, которая почти закончилась уничтожением всей его армии. После впечатляющей победы России в Полтаве в 1709 году побежденный король Швеции Карл XII бежал в город Бендеры в Бессарабии, тогда находившийся под властью Османской империи. Жесткие переговоры между царем и султаном Ахмедом III о судьбе шведского короля зашли в тупик. Султан стремился изгнать русских из Азовской крепости на побережье Азовского моря, которую Петр Великий захватил в 1695-1696 годах, чтобы дать России доступ к Черному морю через Керченский пролив. В 1710 году османы объявили войну России, кульминацией которой стала кампания у реки Прут. Однако в 1711 году русская армия из 38 тысяч во главе с Петром Великим была окружена 190 тысячами османских и крымских войск в Бессарабии. Русская армия осталась без продовольствия и воды в засушливом месте, и царь просто бежал, бросив армию. Петр был вынужден принять унизительные условия султана. Россия уступила Азов Османской империи, разрушив все крепости на побережье Азовского моря и таким образом потеряв доступ к Черному морю. Кроме того, на протяжении почти 20 лет Россия теряла контроль над запорожскими казаками, попавшими под влияние Османской империи. А худшим следствием поражения стало уничтожение первого военно-морского флота России, Азовской флотилии. Сотни больших и малых кораблей были уничтожены, некоторые были проданы, и судьба других остается неизвестной. А ведь строились они невероятно тяжело, с большими людскими и материальными потерями. Что касается южного направления своей внешней политики, то Россия вынуждена была начинать с нуля. Крымская война. В некотором смысле Крымская война была похожа на Ливонскую войну. Россия успешно начала борьбу с одним слабым врагом, но завершила конфликт, потерпев поражение от рук коалиции великих держав. Согласно Парижскому договору 1856 год, Россия не потеряла много территории, но потеряла право иметь флот на Черном море. Таким образом, Россия отказалась от своих претензий по защите христиан в Османской империи, уступив это право Франции. Она также потеряла влияние в Молдавии, Валахии и Сербии. В целом война сильно подорвала международное положение России. Финансовая система империи пострадала больше всего. Из-за огромных военных долгов двор был вынужден печатать необеспеченные кредитные ноты, что привело к резкому обесценению рубля. Только в 1897 году правительство стабилизировало обменный курс, приняв золотой стандарт. Однако Крымская война вынудила правительство начать крупные военные и экономические реформы, такие как отмена крепостного права в 1861 году. Первая мировая война. Великая война была большой катастрофой для Российской империи, приведшей к ее краху в октябре 1917 года. 1,7 миллиона жертв военного времени были лишь началом еще большей бойни. Хотя Россия вышла из войны с Брест-Литовским договором 3 марта 1918 года, гражданская война повергла страну в еще большее насилие и разрушение. Из-за своего раздельного мира с центральными державами Россия не получила места на мирных переговорах, хотя ее влияние на победу было значительным, особенно на ранних этапах войны. В итоге Россия потеряла около 15,4% своей общей довоенной площади, в которой проживало 31,5 миллиона человек, 23,3% довоенного населения империи. Распад империи привел к появлению новых государств. Независимость Польши была восстановлена, и Латвия, Эстония, Литва и Финляндия впервые в своей истории приобрели государственность. Также Румыния воспользовалась возможностью аннексировать Бессарабию. Даже сегодня геополитическая ситуация в Восточной Европе характеризуется непростыми и сложными отношениями между странами,
возникшими на руинах Российской империи в 1918 году. Если вам показалось интересным это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.